Это маленький уже домик. Шифер еще целый. Окон нету. Сняли. Печку разобрали. Печка, видите, стояла на каком срубе, а потом дальше шла печь. Тоже двойные двери. Это крыльцо. Ой, а бревна-то какие, как будто только сруб поставили. А здесь, смотрите-ка, чердак. А вот как на него попасть, нету входа нигде. Пронумерованы. Хороший дом был. Еще жить да жить в нем. Кирпичи старинные, красные. Вот изразцы лежат. С рисунком белая. Печка была выложена ей. Здесь можно приехать с металлоискателем потом покопать по краям. Может, где и монеты лежат. Да, как же на чердак попасть? Неизвестно. Может, на чердаке здесь тоже что-то интересное есть. Жаль, что входа в доме нету на чердак. Остался только, видите, вход от печки. Ну, там не пролезешь. Там еще кирпичи, труба. Получается, вход со двора был, наверное. Сейчас посмотрим. Крапива все кругом поросло. Даже, видите, еще сарай. Или банька это, скорее всего, стоит. Осень. Листья под ногами шуршат. А, вон, видите, вход на чердак. Но туда мне не забраться. Жаль, лестницы нету. А то можно было посмотреть, что там на чердачке есть интересного. Хоть лестницу покупай. Раздвижную такую вози в машине. Чтобы проверить этот домик. Ну, иду в следующий. Вот еще заброшенный дом. Весь в крапиве порос. Двери открыты. Смотрите, какой стул деревянный стоит. Резной. Чулан. Печка русская. Раковина даже сделана, уже современная. А когда-то здесь жили люди. Печка. Посуда. Все уже рушится. Краска облетает.
Смотрите, какой телевизор древний. Классный. Интересно, рабочий или нет. Здесь даже все эти есть на месте. Громкость, яркость, контрастность. Люди такие раньше смотрели. Это не сейчас, что плазма стоят. Тут даже марка завода есть. Не вижу. Кран в чем-то испачкан. Тумбочка старинная. Стол круглый. У нас такой в детстве был. Раскладной. Чистое дерево. Сервант еще с вещами. Ой, смотрите, часы, будильник стоят. 7 часов вечера. Какой чайник. Без ручки, с вишенками. Ой, смотрите, это елочные игрушки, уже современные, пластиковые. Чемодан. Комод. Печка в эту комнату выходила. Обувь лежит. Ничего нету в комоде. Вещи какие-то. Старинный шифоньер с зеркалом. Телевизор мне понравился. Классненький. Уже вечереет. Вход на чердак. Замок висит. Все везде развал. Замок-то, оказывается, просто так висит. Так что можно зайти и на чердак. Ну, сейчас я поднимемся. Вот на чердачок. О, смотрите, помните, такие были телефоны? И ручка есть. То есть трубка телефонная. Вот. Сундук стоит. Батарейка у фонарика начинает садиться. Порошок какой-то. Ой, смотрите, сапоги детские. О, смотрите, утюг, накаливание. Почистить, порядок привести и в коллекцию. Я утюжки собираю. Подложка. Телевизор. Запчасти. Кусок подковы лежит.
смотрите, кошка умерла, хозяев, наверное, не дождалась. Ой, надо уходить отсюда. О, радиола. Радиола. Уж не знаю, рабочая или нет. Но вот такая вот. Все вроде на месте. Ой, здесь хлам один. В подложке. Ой, железо. Кирпичи. Ну, кусок косы. Труба для самовара. О, смотрите, тоже сундук с коваными ручками. Только крышки что-то нету. Чемодан. Пустой. А, здесь упала подложка в карманы. То есть нету карманов. Ой, там что-то он стоит. Раскладушка на алюминий сдать. Слушайте, это, по-моему, печка. От печки дверца. Точно. Ой, посмотрите, какая красота. Жалко, ручек нету. Это же древность. Сабля, ружье. На голову шлем. Ну вот это я возьму. Красота. Это, наверное, у меня уже, наверное, 5-я дверца в коллекции будет. Круто. Вот это вещь так вещь. Такие сейчас трудно найти. Ручки, наверное, сломались, они поэтому ее и сняли. Крутая вещь. Как вам нравится? За такую вещицу можно и лайк поставить. Обалдеть. Смотрите, ко мне кованый утюг выпал. То есть не кованый, а чугунный. Утюг мне выпал. И вот такая обалденная дверца на этом чердаке. Красота. Ну, красивая вещица. Обалдеть. Круто. Сегодня прям находки одна за находкой. Одна другой лучше. Ручки потом, может найду где. Или выкопаешь в земле. Или, может, под заказ сделать. Видите? И основа есть. Не только дверца. В общем, класс. Я так довольна. А так все пропадет, сгниет. Дома тем более все равно заброшены. Большой, конечно, чердак. Здесь ходить и походить можно. Какой винт. А это, похоже, даже рисунок какой-то, да? Точно, смотрите. Это нарисовано. Как красиво. Я такого не видела. И весь он обшитый металлом. Красивый, наверное, сундук очень был. Да и внутри-то он еще такой добротный. Дерево не поедано жуками, ничем. Почему-то крышки только нету. А так, красота. Ну ладно. Ну уже на улице начинает темнеть. Я сегодня долго хожу.
Это не так быстро. Пока пройдешь, проверишь. Сейчас пройдусь в доме с металлоискателем. И все, что найду, сделаю обзор всех находок, потому что уже темнеет, и я не успею. Если все снимать, то времени мне не хватит. Все снять и вам показать. И надо будет уезжать домой. Вот что удалось найти мне в этом доме. Это разная утварь и посуда. Глиняные кринки, глиняные горшки, стеклянная посуда и разные предметы быта, которыми пользовались деревенские жители. Вот такая зеленая бутылочка интересная. Интересной формы. Аптека, наверное. Белый керамический кувшин с ручкой. И носик такой у него для воды. Вот такая старинная фотография. Здесь сфотографированы мужчины. Посмотрите, все одетые в костюмах, при галстуках. И все с усами, а усы-то у них какие у всех красивые. Это, наверное, был техникум или университет, или еще какое-то заведение. Сделали общую фотографию на память, и до сих пор посмотрите, как она сохранилась. Видно все лица, прически у всех старинные. В общем, замечательная фотография. Шикарная фотография. А это, посмотрите, старинный деревянный гребень, 19 век. Чесалка для льна или шерсти. В старину наши бабушки чесали таким гребнем. Также у него есть донцы, сиденья, куда садились. А это деревянная корыца и сечка старинная, в которой рубили капусту и потом ее квасили. Уксусники. Вот один уксусник с надписью: уксусная эссенция, опасна, 70%, вес 100 грамм. 25 октября, Москва. А год не знаю какой. Такой уксусник с этикеточкой. Вот такие две бутылки. Тоже похоже на старинную. Вот эта бутылка очень тонкое стекло. Тоненькое-тоненькое. Вот такая интересная вещица мне попалась. Корзина, сумка. Ручки деревянные. И вся целая. Наверное, с такими сумками наши бабушки ходили в магазин за продуктами. Это ларь. В нем муку хранили. Еще должна быть такая крышка сверху закрываться. Но ее я не нашла. Графин красивый. С виноградной лозой. Целый. Утюг неподъемный. Накаливание. Чугунный. Вот такая дверца обалденная. Вообще, это самая, наверное, шикарная находка. Я их собираю, они мне очень нравятся. Ружье и меч. И шлем. Вообще шикарная. Вот такой кувшинчик. Минеральную воду
купили в таких. Трусковец. Борислав Трусковец. Цена 1 рубль 80 копеек. Кто помнит такие целлулоидные игрушки, заводились они, и уточка бежала. Слон вот такой попался, очень тяжелый. Это камень какой-то. Статуэточка. Потом вот такая чашка из нержавейки, а в ней попались значки. Мишка олимпийский. Вот значок. Пионерский. Еще вот такой значок. Пионерский. И на металлоискатель мне попалась вот такая ступка. Материал латунь. Классная. Клеем никаких нету. Краник от самовара. И вертушок. Вот так вот. Еще попались самоварные запчасти. Это ручка. И вот ее вторая половина. Ну, это вкручивалась дверь, чтобы открывать. Материал латунь. Какая-то вот крышечка. На ней там что-то написано. Куда-то закручивалась. Корона от самовара. И вот такая интересная штучка. Это я не знаю, что такое. Масленка вроде говорят. ЩН. Вся, конечно, ржавая, но целая. И интересная вещица мне попалась. Это лампада. Вся целенькая. Классная находка. Голубая. Повешу ее над иконкой. Красота. Вот такая корзина-корянка попалась. Очень мне нравятся такие находки. Из корней сделана сосны. Плетеная. В которую что-то клали. Хлеб или еще какие-то продукты. Скальна для пряжи. Сперва бабушки пряли на веретене, а потом наматывали на это скально пряжу. Короб вот такой из бересты сделан. Это коры березы, или называют лыка. С крышкой. А там вещи хранили. Посмотрите, какой дом. Окна арками. Богатый был. Двухэтажный. И тоже в деревне стоит. Дома не только одноэтажные строили в нашем области.
и в моей стороне. Но вот и такие добротные дома стояли. Красавец был. И крыша до сих пор, потому что железом обита. А раньше, наверное, дранкой была покрыта. Всем привет! Сегодня я приехала по заброшкам. Вот я была в этой заброшке, снимать не стала. И вот там вот заброшка стоит. Я просто покажу, что я нашла. Посмотрите, вот топор кованый нашла. Смотрите, какая дверка чугунная, которую я люблю, собираю. Здесь вот чайничек. Вот, от керосиновой лампы. А самое интересное, посмотрите, какую красоту я нашла. Еле доперла. Радиола. Это вообще вещь. Посмотрите, первый раз такую нахожу. И вся целая. Может, даже и рабочая. Круто! А у меня пластинок столько много. О, буду слушать. Красотища. Круто. Ну, а я и дальше пошла. У меня сегодня не одна деревня обследовать. Может, еще что-то интересное найду. Ну и поснимаю дома. Просто эти два дома снимать не стала. Аккорд называется радиола. Вот такая красотень. Спасибо всем за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч!